Вот сама идея квантового перехода, она связана с определенным изменением в понимании того, как мы реальность воспринимаем, в понимании природы нашей реальности. И, в принципе, на уровне ума реальность линейная. То есть мы воспринимаем материальные объекты как нечто плотное, такое твердое. Наши органы чувств так настроены, что есть расстояние, время, и приходится прикладывать определенные физические усилия на этом уровне плотности, чтобы как-то повлиять на эту реальность. Она не такая пластичная. И мы его, в принципе, воспринимаем как такой, скажем так, неподвластный напрямую нашему сознанию. Он как бы немного отдельно от нашего сознания. Есть вот эта вот разделенность. Это подтверждается нашим опытом. Чтобы нам что-то сотворить материальное в этом мире, нужно сначала как бы идею какую-то придумать. Там, я хочу стол, чтобы у меня появился. Значит, у меня в голове должен появиться этот стол. Какой он будет? Квадратный или круглый? Какого он цвета? Из какого материала? Все это я сначала задумываю на уровне идеи, и потом, может быть, набросок какой-то сделаю, да, план какой-то у меня появится уже чуть более материальный, но все же это еще не 3D-конструкция. Потом как-то руками, доски, материалы, может, кого-то попрошу, кто-то это сделает. То есть все равно есть некое воздействие плотное, да, на эту материальную действительность. Но идея зарождается в сознании, и мы видим, что да, причина есть сознание, потом я вижу материализацию, но все равно это происходит через, условно говоря, манипуляцию, то есть я структурирую это пространство, манипулируя физическими объектами. Вот такая вот история у нас до квантового перехода существует. Так вот описывается наша реальность. Квантовая же реальность, вот те все в квантовой реальности, все объекты, которые мы воспринимаем как плотные, на самом деле не плотные. Они это энергия. И это то, что мы с вами чувствуем в медитациях. То есть что нам говорят ученые? Что вы погружаетесь глубже, вы видите молекулы, дальше вы видите атомы. Это я очень упрощенно сейчас говорю. Потом у вас электроны, там протоны, нейтроны. И на каком-то уровне это просто волна, и на каком-то уровне это просто единое поле. Просто энергетическое поле. Самый-самый тонкий вид энергии. И отсюда мы понимаем, что реальность, она очень пластичная. И структурирование этой энергии, оно напрямую связано с информацией. То есть, в принципе, любой объект можно в некотором массиве данных описать. То есть мы современным языком выражаясь, можем отцифровать любой объект. То есть если я обладаю полным спектром информации про какой-то объект, там каждый электрончик, атом, где у него находится, я могу этот объект как растворить вот этот стол, да, так и собрать. Причем в любом месте Вселенной. Если я, условно говоря, сейчас, вот я вижу Таня Егошина, вот если я ей сейчас передаю информацию об этом столе, она у себя там, в Екатеринбурге, на секундочку, в моменте может создать этот стол на квантовом уровне реальности, соответственно. И она может воссоздать этот стол абсолютно точно, если мое описание точное. Если же где-то что-то повреждено, тогда у нее вместо стола может появиться какой-нибудь стул. Ну, в общем, это как в той вместо грозы коза, вот что-то в том духе. И мы все знаем подтверждение. Этот принцип через молекулу ДНК тоже проявляется. То есть наша молекула ДНК, она содержит всю информацию о том, как мы должны выглядеть. И опираясь на эту информацию, строится это тело. Материя это строится. И получается, что этой информацией все равно оперирует сознание. И такая же цепочка выстраивается. Сознание, информация, на этой информации строится энергетическая конструкция, и мы это видим как материю, собственно говоря. И через это мы переходим к пониманию вот самой сути квантового перехода Земли в новое измерение. Квантовый переход означает, что наше сознание
получает доступ непосредственно к управлению этой энергией, составляющей основу физической реальности. То есть мы можем творить не в линейном нашем понимании, что требуется время, расстояние и так далее, а мы можем материализовывать мгновенно фактически. И у меня такое уже начинает происходить, как только я начала погружаться в эту тему и заявлять, что я творю из квантового поля, оно вдруг происходит. Очень смешно, я потом расскажу, если у нас время останется. Я к тому, что это доступно нам прямо сейчас. Вот говорят, что мы созданы по образу и подобию Бога. Как я вдруг начала это понимать. Бог нас создал, значит, первичная — это энергия творения. Бог создает. Если Он создал меня, да, значит, Он меня наделил такой же способностью создавать. И я, становясь творцом, в принципе, пришла сюда для того, чтобы эту энергию творения освоить, начать творить. Так же, как Творец это делает. А Творец, он как раз создает мгновенно. У него возникла идея, она тут же материализовалась непосредственно, проявляется. И все, что мы видим вокруг нас, это и есть идея Бога. Нам же мешает так создавать, угадайте, что? Так быстро и легко, как Творец. Я вижу, что вы знаете, что это наши эго-программки. Представьте, что было бы, если бы мы вот так вот могли создавать. Опять же, из своего опыта сейчас расскажу. Я преподавала английский как-то в группах, и была группа подростков 12-14 лет. Мы с ними сослагательное наклонение проходили. И я предложила им пофантазировать, что бы вы сделали, если бы у вас были любые сверхспособности. Вот что угодно вы могли бы сделать, что бы вы сделали. Они там такое коротенькое эссе на 2 абзаца написали и стали делиться друг с другом. Что вы думаете? 90% где-то этих эссе все заканчивалось, ну, очень печально. Они разрушали все. Сначала ближайшее то, что видно было, и все заканчивалось разрушением Земли. И вот приходит такая душа, да, набирается вот этого опыта, и Бог наградил нас этим выбором, мы разрушаем, но эти последствия, нам дается возможность увидеть эти последствия в каком-то таком линейном, замедленном режиме. А прелесть квантового создания, квантового сотворения в том, что когда мы выходим на этот уровень Творца, мы уже творим в поле созидания, мы не можем вредить друг другу таким творчеством. Есть, да, вот этот, вот этот принцип от сознания к материи, когда мы можем материализовывать напрямую, тогда мы можем коллективно сотворчествовать, и это коллективное творчество, оно происходит согласно божественному плану, если можно так выразиться, да, мы уже в согласии с космическими законами творим. Такой уровень взрослости у нас уже появляется, уровень ответственности, и принцип Ахимсы, наверное, нами полностью освоен к этому моменту. Бывает, оно бывает, но наша задача с вами поспособствовать этому процессу, да, и выйти в Творца, потому что у нас у каждого стоит такая задача стать этим Творцом. Более того, Геннадий говорит, что есть такая задача превзойти творение, то есть превзойти Творца. Творение должно стать покруче, чем Творец. Как любой родитель хочет, чтобы его ребенок был более там, сильным, красивым, богатым и развитым, более совершенным. Да. Так и Творец хочет, чтобы его творение на какой-то новый уровень вышло, что-то создало. И у нас есть 2 варианта. Либо способствовать этому процессу осознанно, либо несознательно идти по этому пути. Ну, вы наверняка слышали об этом. Мы тут недавно с Геннадием говорили как раз о том, как вот этот эволюционный процесс происходит, как нам вот из этого потребительского режима выйти в творцовое побыстрее. Мы в последнее время разные способы применяем осознания и выхода в эти творцовые состояния. Но, в принципе, этот процесс, он глобально запущен. И даже просто, когда мы все больше об этом говорим и осознаем, это уже какое-то движение происходит. Все знаете о циклах Земли, о том, что существовало несколько циклов Земли, и каждый достиг какого-то совершенства в какой-то отрасли науки или в каких-то областях. Мы все видим различные уникальные совершенные постройки многотысячелетней давности. Но каждая из цивилизаций, ее сейчас нет. И она закончила именно вот таким путем, что планета просто поменяла. Тряхнула. Да.
Мы просто стряхнули. И, к сожалению, сейчас мы стоим на пороге того же самого. И, в принципе, мы просто сами это допускаем, потому что мы из недр качаем конфликты и ненависть друг к другу. То есть мы взрастили это все. К сожалению, эта разделенность последние годы все больше и больше чувствуется. Если вы вспомните буквально там десятилетия назад, как мы общались там со своими соседями, как вообще жили в каждой из стран, да, насколько теплое было общение, то сейчас многие даже не здороваются на лестничной клетке. К сожалению, это так. Мы слишком обособились. Мы настолько попали в эту майю, в эту иллюзию обособленного «я», что кроме меня больше ничего нет. И потеряли связь с этим источником, потеряли связь с тем, что мы являемся, в принципе, одним целым, что вся Вселенная – это и есть я. И я должен не только ответственность взять за то, что я вот такой вот есть, что это мое тело, мои мысли, а ответственность за все происходящее, за все, что со мной связано, за весь мир. Игра так устроена, что именно через этот механизм взятия ответственности мы растем. Вот прозвучал здесь космический уровень сознания. А что это значит? Это значит, что я, мало того, что я ощущаю этот космос, но не так, как этот ум себе представляет. Все гораздо проще. Но я взял за него ответственность, значит, я на него влияю. Я чувствую этот космос, и я имею влияние на него. И если я на него влияю, значит, какой я должен быть, да, в каком состоянии. Если кто-то из вас по-настоящему брал ответственность за другого человека, за коллектив, например, за семью или мама за ребенка, эта связь прямая, она не дает вам, когда вы видите, да, что ваше состояние влияет на состояние вашего ребенка или вашего коллектива, ваша вера в него, например, то эта ответственность, она не дает вам колебаться, не дает вам падать условно ниже какого-то энергетического уровня. Вы находитесь в осознанности. Вот точно так же, как Солнце. У него нет шансов нам не светить с утра, потому что у него капризы там какие-то, правильно? Вот тут такая же история. Но это очень естественно происходит с нами. С этой ответственностью приходит вот эта реализация, да, наших возможностей творцовых. И это очень интересно. Это очень-очень круто. И обидно, что мы себя обкрадываем, закапываясь в наших каких-то суетных проблемах изо дня в день, забывая о том, кто мы есть на самом деле. И вот Геннадий сказал, что чем больше и глубже мы погружаемся в эту энергию, а это уже квантовый уровень восприятия реальности, тем, во-первых, другие правила начинают для нас работать, да, и у нас больше возможностей, у нас включается наш потенциал. Вот туда мы вас и приглашаем, собственно говоря. И вы все прекрасно знаете, что в школе есть эти механизмы, как быстрее двигаться. И один из таких механизмов — это объединяться и командно действовать. В командном действии случается вот этот переход. И знаете, каждый раз, когда мы немножко дальше закидываем, немножко больше цель берем, стремимся, по крайней мере, да, ощутить это пространство и взять ответственность за чуть больше наше происходящее, тем проще и легче решаются задачи у нас здесь. И это тоже как-то очень естественно происходит. И тот момент, что это просто откладывать нельзя, потому что уже сейчас важно, мы подталкиваем вас к этому принятию внутреннего решения, что прямо сейчас мне нужно в это включиться. Потому что это действительно самое основное и самое важное сейчас. То, что происходит, это сейчас. Кроме этого больше и вообще ничего нет. Мы ждем какого-то будущего, что там, возможно, что-то произойдет, но прямо сейчас нужно включиться и его менять. И мы же понимаем, что вот это развитие, оно происходит либо пинками, либо осознанно. Поэтому только осознанное движение.